А давайте представим на секунду идеального советника по вопросам морали. Беспристрастного, мудрого, без каких-либо человеческих предубеждений. Может ли таким советником стать искусственный интеллект? Звучит, конечно, как научная фантастика, но ученые уже вовсю изучают этот вопрос. В 2023 году вышла работа Крюгеля, Остермайера и Улья. Они провели эксперимент, чтобы проверить, так сказать, этический компас одного из самых известных чат-ботов. И то, что они обнаружили, оказалось по-настоящему тревожным. Так, ну а как вообще проверить моральные устои машины? Исследователи решили не изобретать велосипед и взяли проверенный временем метод. Это знаменитая проблема вагонетки, классическая дилемма, в которой, по сути, нет простого и правильного ответа. Ее смысл в том, чтобы заставить сделать выбор между плохим и, скажем так, очень плохим вариантом. Исследователи использовали две ее версии. В первой нужно просто переключить стрелку, то есть действие такое косвенное. А вот во второй нужно лично столкнуть человека с моста. И разница здесь принципиальная. Большинство людей, как правило, соглашаются нажать на рычаг, но вот толкать человека отказываются. Хотя, если подумать, с точки зрения утилитаризма, то есть стремления к наибольшему благу для большинства, результат-то один и тот же. Схема эксперимента была предельно простой. Сначала получить совет от ИИ, затем показать этот совет людям, которых поставили перед этой дилеммой, и в конце спросить у людей, а как бы поступили они сами. И вот тут-то и началось самое интересное. Очень быстро обнаружилась первая и весьма серьезная проблема. Когда исследователи задавали чат GPT вопрос, он иногда отвечал вот так. Вполне логичный утилитарный подход. 5 жизней все-таки ценнее одной. Ну, казалось бы, все ясно. Но стоило задать тот же самый вопрос еще раз, и они получали совершенно противоположный ответ. Здесь ИИ уже апеллировал к тому, что нельзя намеренно причинять вред. Итак, первый ключевой вывод – у чат-бота нет какой-то последовательной этической позиции. Его совет – это, по сути, лотерея. Но самое главное – как этот абсолютно случайный совет влияет на людей. И вот мы подходим к кульминации этого исследования. Потому что то, что ученые обнаружили дальше – это, мягко говоря, настораживает. Просто посмотрите на этот график. Он показывает, насколько сильно менялось решение людей в зависимости от того, какой совет за или против жертвы им подсовывал ИИ. Разница просто колоссальная. И вот что важно. В дилемме «Мост» большинство людей обычно категорически против того, чтобы толкать человека. Но совет ИИ смог изменить это фундаментальное убеждение. Мнение большинства буквально перевернулось с ног на голову. Возникает логичный вопрос. Ведь участники эксперимента знали, что совет им дает чат-бот, а не человек. Наверняка они могли как-то отделить свое мнение от мнения машины. Или все-таки нет? Ответ оказался поразительным. Вот, взгляните на эту цифру. 80%. Именно столько участников были абсолютно уверены, что приняли бы точно такое же решение и без всякого совета от ИИ. Они совершенно не осознавали, насколько сильно на них повлияла случайная рекомендация чат-бота. И это не просто их слова. Когда исследователи попросили их представить, какое решение они бы приняли без совета, их ответы все равно практически полностью совпадали с тем советом, который они получили. Этот график наглядно доказывает, влияние было подсознательным. В этом и заключается главный и самый пугающий вывод эксперимента. Люди не просто прислушивались к совету, они бессознательно усваивали случайную позицию и начинали считать ее своей собственной. Так, и что же теперь делать с этой информацией? Как нам вообще взаимодействовать с технологией, которая может так незаметно и так сильно влиять на наши убеждения? Исследователи делают два очень важных вывода. Во-первых, непоследовательный ИИ — это совсем не помощник, а скорее угроза для здравого суждения. И во-вторых, простое предупреждение в духе «это совет от ИИ» не работает. Люди все равно поддаются влиянию. По сути, есть два основных пути. Можно попытаться улучшить сам ИИ, например, просто запретить ему давать советы на этические темы. А можно сосредоточиться на человеке, то есть развивать у пользователей цифровую грамотность и критическое мышление. По мнению авторов статьи, полагаться на то, что программисты когда-нибудь все исправят, довольно рискованно. Гораздо надежнее научить людей самостоятельно оценивать информацию от ИИ.
понимать его ограничения и всегда, абсолютно всегда подвергать его советы сомнению. Это исследование показало, насколько легко и незаметно ИИ может влиять на, казалось бы, фундаментальные моральные убеждения. И это напоминает о главном. В эпоху умных машин самым важным инструментом остается наше собственное критическое мышление.